Идет. Да. Моих вопросов в фильме не будет, поэтому постарайтесь, пожалуйста, Я отвечать понял, полным да, предложением, чтобы понятно, контекст вопроса был понятен. понял. А расскажите, пожалуйста, как создавалась партия «Яблоко»? Партия «Яблоко» создавалась с начала 90-х годов. Таким стартом создания партии «Яблоко» была... На меня смотрите, пожалуйста. Извиняюсь, да. Партия «Яблоко» создавалась с начала 90-х годов, точнее, с 93-го года. И отчетным, я бы даже сказал, днем таким для создания партии был 21 сентября 93-го года, когда Ельцин совершил, в общем, государственный переворот. И была такая крайне опасная ситуация для страны. Вот тогда я первый раз встретился с Григорием Явлинским и другими людьми, ряд из которых потом стал основателем партии «Яблоко». После этого очень быстро наступили выборы в Государственную Думу первого созыва. И вот в процессе этих выборов как раз и формировалось «Яблоко». Первый костяк «Яблока» – это был партийный список, который был выдвинут на этих выборах. А потом уже создалась фракция. Тут уже «Яблоко» приобрело более четкие очертания. Оно пока еще не было партией, конечно. Но с фракции началась и партия. Начались создаваться опорные структуры по всей России, в регионах. Но реально, формально партия была создана только в 2001 году. А до этого существовало такое объединение. Объединение, как оно так формально называлось. Хотя на самом деле это была уже во многом партия. А какое у вас и у ваших единомышленников было тогда отношение к вот этим октябрьским событиям 93-го года? Среди наших единомышленников не было абсолютного единства по поводу этих событий. Сами события были крайне противоречивыми. Там можно было много критического сказать и о Верховном Совете, и очень много критического о Ельцине, конечно. Но скорее все-таки более негативно мои единомышленники относились к действиям Ельцина, силовым вот этим действиям, к вот этому расстрелу парламента из танков, совершенно бессмысленному с точки зрения какой-то стратегии, но крайне разрушительно по своим последствиям вообще в целом для будущего страны, и не только для парламентаризма. А вот ситуация, когда начинается какая-то новая эпоха с расстрелом парламента, означает, что не может в этой новой эпохе быть у парламента какая-то серьезная роль. Вот уже этим действием было заложено бессилие парламента, а следовательно и в конечном счете отсутствие демократии, в котором мы сегодня проживаем. Поэтому, но некоторые считали, что все-таки, если бы Ельцин вот этого всего не сделал и не подавил сопротивление парламента, то страна бы вернулась в коммунистические времена или какие-то полукоммунистические. И были такие люди в нашей среде, которые так считали. И, конечно, велись очень бурные споры по этому вопросу. Недалековат микрофон? Недалековат. Очень хорошо. Я отлично. Очень хорошо. А какое у вас было политическое мировоззрение? Насколько я понимаю, вы придерживались либеральных взглядов, но при этом... Я вообще по образованию филолог. После этого я еще учился социологии. Я уже писал научные статьи, скорее по политологии. Я, кроме того, был еще независимым журналистом. Я был автором первой самоиздатской газеты в России. До этого было только издание «Хроника текущих событий». Это была не газета, это был бюллетень. А вот первая газета, как таковая, распространялась
с 1987 года, с конца, вот я был ее первым автором. Поэтому я на все смотрел отстраненно. Конечно, я был человеком демократических воззрений. Конечно, я никак не принимал советский строй, ни в каком его виде, ни в какой его стадии, в том числе и в этой поздней стадии. Конечно, я был против всего этого, с одной стороны. С другой стороны, я крайне критически относился ко многим демократическим лидерам и вообще в целом вот к демократическому движению. Оно мне казалось очень поверхностным, и оно не несло в себе плана будущего. Оно несло в себе только отрицание. Вот это я очень рано понял. Вот почему, кстати, мне импонировал тогда Явлинский. Он единственный человек, который предложил программу. И я понимал, что это более серьезное что-то. То есть внутри демократических сил, вот я и такие люди, как я, Явлинский, ну и многие другие, которые потом создали «Яблоко», отличались тем, что у них позитивная программа все-таки имела большее значение, чем отрицание того, что есть сейчас, вот этого позднесоветского строя. Вот в этом смысле мы не сливались в общей массе демократов, и мы не были членами движения демократической России. Некоторые были, конечно, но вот то ядро, тот костяк, мы были несколько отстранены от этого массового потока и относились к нему критически, возможно, даже с некими опасениями, что эти люди у власти могут сделать что-то не очень хорошее. Вы уже сейчас говорите не про позднюю перестройку, а про гайдаровское время, про 92-й год, правильно я понимаю? Да, я скорее говорю 90-е, это вот самый 90-й год, это то время еще, когда не было Гайдара, это еще время, когда был Ельцин только, и, кстати, Ельцин вызывал некоторые подозрения, так сказать, своими некоторыми проявлениями и так далее. Но потом это все, конечно, усилилось, это критическое настроение усилилось, когда начались реформы Гайдара. Вот здесь было у нас уже очень жесткое неприятие этого всего. Мы понимали, что этот путь крайне опасен для страны. По сути дела, вот тогда было заложено будущее развитие страны. Это было два ключевых события 90-х. Первое – это, конечно, приватизация, которая на самом деле и другие мероприятия Гайдара, которые носили конфискационный характер. Инфляция была 2600%. И одновременно началась бурная концентрация собственности в руках людей, которые не сдерживают себя никакими моральными ограничениями. Вот для них был дан такой вот старт, им была дана зеленая улица, то есть началось обогащение достаточно ограниченного круга лиц за счет всего остального населения, за счет обнищания всего остального населения. И вторым таким крупным событием, которое оказалось судьбоносным для России, были залоговые аукционы 95-го года, 96-го, которые неотделимы от президентских выборов того же года, 96-го, с ним взаимосвязаны. Это был уже решающий рывок в концентрации собственности, который знаменовал собой оформление вот той олигархии, которая потом уже привела к власти Путина и выстроила нынешнюю систему. То есть у вас был какой-то третий взгляд, да? Потому что все-таки было два основных вектора. С одной стороны, Верховный Совет, во многом реакционный, ретроградный, а с другой стороны, реформаторская команда Ельцина. А вы как бы придерживались третьей точки зрения, да? Уже тогда, я уже сказал, вот к этому моменту обозначилось наше расхождение с вот этой линией, которая олицетворял собой Гайдар и Чубайс. Мы уже были их критиками. Особенно, конечно, Григорий Явлинский. Я тогда не был достаточно известной личностью. Но я солидаризировался с Явлинским именно с этой системой взглядов, согласно которой происходит
необратимые, непоправимые ошибки. Происходят непоправимые ошибки в стратегических действиях правительства, руководства страны. Вот с этим осознанием мы смотрели на то, что происходило в 1993 году. И мы понимали, что у Верховного Совета есть основания для этого бунта. Вот, потому что уже тогда мнение парламента не сильно учитывалось. И что предпосылки для этого такого мятежа создал, конечно, Ельцин и вот та команда, которая проводила от его имени реформы. То есть вы, с одной стороны, считали себя демократами, но одновременно вы были согласны с действиями и решениями Верховного Совета? Нет, решения Верховного Совета для нас были неприемлемы тоже. Вот как вы совершенно правильно сказали, они были ретроградными, многие там люди были совершенно неприемлемых взглядов, многие хотели использовать ситуацию для возвращения в прошлое, как коммунисты, например. Поэтому в целом, конечно, многие действия Верховного Совета нас не устраивали. Но мы понимали, что по ряду вопросов все-таки закон находится на стороне Верховного Совета. И тогда мы еще выдали такую формулу, что действия Ельцина незаконны, а действия Верховного Совета нелегитимны. Поддержка большинства населения на тот момент все-таки, такого граждански активного населения, на тот момент была еще на стороне Ельцина. И это означает, что при всей незаконности действий они были легитимны, потому что они пользовались поддержкой больших масс людей. А про Верховный Совет этого сказать было нельзя. У него не было в активе такой сильной группы в населении, в обществе, которая бы его именно активно поддержала. Было пассивное сочувствие, которое не переросло в защиту того же самого Белого дома в таких масштабах, какие имели место в 1991 году в августе. Такого не произошло. То есть эти действия, хоть и были формально законны, хотя и не во всем, но тем не менее, формально были законны, но тем не менее были нелегитимны. Но сама законность в то время имела эфемерный характер. Законы были не вполне адекватные. Там даже еще просто с точки зрения краткости времени существования нового парламента не были сформированы базовые нормативные акты. Кстати, вот что касается той же самой приватизации, ведь она проходила не по закону, она проходила по указу Ельцина. Такое, грандиозное событие, затрагивающее практически каждого человека в стране, с точки зрения его прав собственности, с точки зрения вообще объемов этой будущей собственности, конфигурации ее перераспределения, то есть будущее страны было реализовано не на основе закона. То есть вот это был, кстати, один из пунктов, по которым мы резко критиковали и Верховный Совет, который так и не смог такой закон сформулировать. Ну и, конечно, и самого Ельцина, и вот эту команду, которые хотели провернуть такое грандиозное мероприятие методом ручного управления. А вас не критиковали тогда за то, что вы занимаете такую позицию, когда вы говорите, и эти все делают не так, и те не правы, а какой-то конструктивной, реалистичной повестки не предлагаете? Но на самом деле мы-то и была та сила, которая предлагала реалистичную повестку. В той степени, в которой это вообще было возможно тогда. Программа 500 дней – это и была та самая повестка, которой не было больше ни у кого. Никто не имел никаких представлений, кроме таких общетеоретических, что надо ввести частную собственность, разделение властей, значит, и сделать в России средний класс. Вот. И вот как это все сделать, этого ни у кого не было никаких представлений вообще. И я считаю, что на тот момент наиболее адекватные представления были именно у Явлинского. И тогда я так считал. Вот почему, конечно, когда он мне предложил сотрудничество и участие в избирательном списке «Яблоко», я, конечно, согласился. Я участвовал в избирательной кампании по выборам в Государственную Думу.
активно участвовал в штабе компании, работал. В общем, после этого я активно включился. И отвечая еще на ваш вопрос, хочу сказать, что «Яблоко» всегда было альтернативой. Не просто оппозицией, а именно альтернативой. То есть оппозицией, которая предлагает реальную позитивную программу действий. И этим мы очень многие, как я уже сказал, именно этим мы отличались от очень многих других демократов и либералов, потому что, конечно, можно быть носителем либеральных ценностей и демократических ценностей, но при этом иметь мало представления, как эти ценности реализовать на практике. Вот у нас такое представление было. Оно было в таком, конечно, еще зачаточном состоянии в виде программы 500 дней. Но потом это постоянно разрабатывалось, углублялось и расширялась эта альтернатива. Мы постоянно обсуждали. При обсуждении каждого законопроекта в Государственной Думе мы уточняли нюансы. Вот так и вырабатывалась вот наша платформа, наша программа. То есть это был постоянный такой сложный интеллектуальный процесс, который вылился в очень серьезные продукты, в реальное представление о том, что надо делать для того, чтобы построить в России реально работающую демократию. И когда мы видели, что наши коллеги по условно-либеральному лагерю делают нечто противоположное, и говорили об этом, да, нас начинали критиковать. Про нас говорили, что мы вносим раскол в ряды демократов, что из-за нас демократы не могут объединиться. А мы говорили, давайте объединимся на базе таких принципов и программных установок, которые все-таки приведут к созданию демократии. Давайте не будем объединяться на идеях грабительской приватизации, конфискации денег у населения во имя просто того, чтобы навсегда канул в прошлое коммунистический режим. Потому что на месте этого режима таким путем вы построите что-то новое, не сильно лучшее, чем этот режим, с которым вы сейчас боретесь. Но так оно и получилось в результате, к сожалению. Скажите, а почему в 96-м году, во время предвыборной кампании, когда Ельцин вел переговоры с Явлинским о должности в будущем правительстве, Явлинский отказался идти в этот альянс? Ну, там была достаточно сложная история. Явлинский понимал, конечно, что выиграть выборы, стать президентом в 96-м году ему, мягко говоря, достаточно сложно. Но он рассчитывал на то, что он сможет занять 3-е место и будет 2-й тур. Это было достаточно очевидно, потому что коммунисты имели большие позиции. И здесь он может поставить требованием смену политического курса, которую он осуществляет в роли премьер-министра. И при этом Ельцин избавляется от тех людей в своей команде, которые причастны к коррупции, причастны к этим самым залоговым аукционам сверхкоррумпированным. Он избавляется от тех людей, которые принимали крайне ошибочные или даже преступные решения, касающиеся и неправильной экономической политики, и развязывания войны в Чечне, на тот момент еще первой войны в Чечне. Вот от этих людей Ельцин избавляется, а Явлинский возглавляет кабинет министров и меняет политический курс. Вот и Явлинский об этом говорил с Ельциным. Почему это не получилось? Сразу же вот эти силы, которые он хотел отстранить от власти, объединились с теми самыми олигархами, которые уже водили Ельцина на помочах, и которые уже, конечно, не могли отказаться от того гигантского богатства, которое совершенно незаконно обрушилось на их головы после криминальной приватизации и залоговых аукционов особенно. Они создали мощную политическую группировку, которой даже Ельцин, если бы он захотел, если бы он даже согласился с Явлинским,
и пошел на его условия, а он бы уже ничего не мог этому противопоставить. И они тогда сделали ход, как у нас принято выражаться, ход конем. Они выдвинули Лебедя кандидатом в президенты. Они понимали, что у Лебедя есть шанс набрать больше голосов, чем Явлинскому, поскольку он генерал и такой очень харизматичный и так далее. Вот. И поэтому Явлинский занял не 3-е, а 4-е место. Если бы он занял 3-е место, наверное, эти переговоры были бы вполне реальны. Но поскольку он занял 4-е, вот, а Лебедь никаких таких условий не выдвигал, его претензии были гораздо более скромными. Возглавить Совет Безопасности, что он и сделал. Но потом выяснилось, что в этой роли он не имеет никакого значения вообще. Его там поддержали какое-то, не помню сколько времени, потом выбросили. Вот. Если бы Явлинский вот так же бы действовал, то если бы он согласился, его бы назначили условно премьер-министром, но оставили бы всю команду, это был бы Лебедь номер 2 тогда. Ну, просто не Лебедя бы поддержали и выбросили через некоторое время, а Явлинского. Поэтому, да, требования Явлинского к Ельцину были сложными. Не просто премьерство, не просто вот такой статус высокий, но еще и условия для того, чтобы реализовать программу. Вот ту самую, о которой я говорю. Программу «Яблоко», программу, которую мы назвали «Реформы для большинства». Да, для этого пришлось бы резко потеснить олигархов, лишить их той неправомерно и незаконно нажитой собственности, да, и начать использовать этот массив собственности для того, чтобы создавать в стране реальный средний класс, класс собственников, а не, в общем-то, люмпинов, по которым пошла страна и до сих пор еще идет. Вот. Поэтому была очень такая сложная ситуация. И Ельцин, даже если бы, я повторяю, если бы он поддержал Явлинского, ему самому бы очень сложно было бы это все реализовать. Слишком мощные группы интересов сплотились для противодействия вот этому плану Явлинского. Давайте чуть-чуть назад вернемся. А какие ожидания у вас были от работы в Думе и чем Дума первого созыва отличалась от второго? Ну, я на самом деле, когда стал депутатом Государственной Думы, я никаких планов в этот момент, я никаких планов работы не вынашивал. Предложение войти в список было для меня достаточно неожиданным. Я собирался продолжать научную деятельность, поэтому я пришел в Думу таким абсолютно такой вот табула раса, такой чистой страницей. Но потом я довольно быстро втянулся в эту работу и нашел себя не сразу. Но через некоторое время работы в Государственной Думе я нашел свою линию, свою нишу в законодательстве. Это было местное самоуправление. Я был соразработчиком всех законов о местном самоуправлении, которые приняла Государственная Дума. Ну, кроме тех последних вот поправок, когда у нас уже не было в Думе, и эти поправки были очень плохие. И я был разработчиком очень важного закона, который назывался «О финансовых основах местного самоуправления». Этот закон создавал самостоятельность, финансовую самостоятельность местных бюджетов, городов, поселков и так далее. И он задавал направление реального развития местного самоуправления в стране. Но когда пришел Путин к власти, от этого закона быстро отказались, и его просто упразднили. От него ничего не осталось, к сожалению. Ну, это понятно произошло, почему? Потому что страна пошла по другому вектору, где самоуправление не нужно, и сегодня оно является фикцией. А мы тогда пытались создавать в Государственной Думе реальные институты работающей демократии. Вот я на своем примере говорю об этом законе финансовом.
финансовой самостоятельности местных бюджетов. Но у нас были такие фундаментальные инициативы, как бюджетный кодекс. И, кстати, он в основе своей до сих пор сохраняется. Потому что там такие базовые элементы были заложены, которые необходимы при любом режиме. Мы создали практически фракция «Яблоко» в стране избирательное законодательство. Вот от него тоже потом отказались, перешли к совершенно другому. Ну, многие другие вещи мы реализовали. И опять-таки главным нашим ожиданием от нашей деятельности в Госдуме были вот эти механизмы работы цивилизованного, современного, демократического государства, вот, который, как мы считали, является единственным способом вообще выживания нашей страны физического. Ну, то есть Дума была работающим, функционирующим органом и представляла собой реальную законодательную власть. Но я сейчас говорил о нашей фракции. В Думе были представлены разные силы. Были силы, которые явно тянули страну назад. Понятно, это были КПРФ. Была сила популистская, которая не вперед тянула страну, не назад тянула страну, а просто ее разрушала по итогам своей деятельности. Это была вот фракция ЛДПР, например. И были такие еще конъюнктурщики, карьеристы, как всегда. Они образовывали какие-то депутатские объединения, они частично поддерживали нас, частично коммунистов и так далее. Ну, такое болото, которое бывает в любом парламенте. Но, тем не менее, это была... Я бы не сказал, что большая власть была у Государственной Думы. Но формально власти было, конечно, больше, чем сейчас. Но это была еще, к тому же, живая организация. Парламент состоял из живых людей, а не марионеток, нажимающих кнопки, как сейчас. Вот это было принципиальное отличие. И в этой среде можно было что-то созидать, как пытались делать мы, фракция «Яблоко». Вот эти законы разрабатывать. Некоторые законы имели колоссальный результат. Например, закон о соглашениях о разделе продукции, за который нас многие ругали. Но этот закон позволил, например, вот вытянуть буквально со дна, поднять Сахалин. Экономика Сахалина находилась на дне просто. Это был один из самых депрессивных регионов страны. Сейчас он, по-моему, даже в десятку, ну, может, 10-15 регионов ведущих входит. И почему? Из-за того, что мы разработали этот закон о соглашениях о разделе продукции. Там началась разработка месторождений по этому закону и так далее. Если бы этот закон не встретил такую агрессивную реакцию, которая во многом была основана на популизме, на идеологических каких-то предрассудках, на антиамериканизме. Вот, потому что, понятно, американским фирмам это, конечно, был выгоден закон. Но в стране нашей еще более он выгоден был. Так вот, если бы это не агрессивная реакция, этот закон мог бы сыграть гораздо более мощную роль, чем он сыграл. Но в целом 50 миллиардов долларов он принес бюджетной системе России. Ну, вот это я как пример говорю. То есть была такая атмосфера, при которой были возможны такие достижения в области законодательства. И я думаю, что наша фракция, конечно же, была самой продуктивной. Несмотря на то, что нас было не так много. В первой Думе было совсем немного, во второй было побольше, человек 50. И это была с точки зрения законодательной креативности самая продвинутая фракция Государственной Думы, безусловно. Ну вот вы говорите, что на фундаменте, который базировался на обстреле Верховного Совета, невозможно было построить какой-то новый парламент, но при этом, судя по вашим словам, все-таки родилась Дума, которая вполне себе функционировала и в которой вы с таким успехом работали. Ну, знаете, расстрел парламента все-таки это было одно из событий многочисленных. Было еще многое другое. Был тренд общий. В 90-е годы, ну, в первой половине 90-х годов, был тренд движения страны в
направлении европейских ценностей, демократии, либерализма и всего такого. И расстрел парламента, хотя это было трагическое и страшное событие, все-таки он не развернул этот тренд в другую сторону. И тренд-то оставался. И там было много еще чего, и много правильного дел. И в том числе и Ельцин делал много правильного. Там какая ситуация была? Движение было в правильном направлении, но при этом делалось очень много ошибок и совершалось очень много преступлений, к сожалению. А вы тогда считали, что, находясь у руля, этих ошибок можно было бы избежать? Мы не просто считали, что их можно избежать, мы требовали, чтобы их не делали. И смысл существования партии «Яблоко» заключался в том, не мы были создателями этого тренда. Мы родились позже того момента, когда он начался, этот тренд. Но видя эти ошибки и преступления, мы требовали их прекратить, их не делать, не допускать, исправлять эти ошибки, корректировать этот курс. То есть наша цель, идея была коррекция политического курса, которым идет страна и который олицетворяет президент Ельцин. И мы говорили, что если коррекцию этого не произвести, это как вовремя не вылечить болезнь. Потом болезнь победит организм. Так оно и произошло, к сожалению. Вот из этих ошибок и преступлений, к которым мы относим конфискацию, криминальную приватизацию, залоговые аукционы, войну в Чечне. Я самый крупный только обозначаю. Конечно, было и много других. Вот из этого всего вырос нынешний политический режим. На этой базе он возник. Потому что контроль над страной и ее ресурсами перешел к олигархам. Это произошло за счет массового обнищания основного населения. И для того, чтобы сохранить вот этот чудовищный объем ресурсов в своих руках, олигархия призвала силовиков. Она призвала Путина, чтобы он ее защитил от народа. Вот как механизм транзита произошел от демократии к авторитаризму. Именно так. Ну, а Путин потом, он с той частью олигархии, которая возомнила из себя слишком каких-то умных и крутых, он от них избавился. Олигархи приняли те правила игры, которые им навязали силовики. Вот. И сегодня мы имеем то, что имеем. Вот такой авторитарный олигархический режим. И всего этого можно было тогда избежать, конечно же, если бы удалось скорректировать тот курс, которым шла страна, и чему посвятило себя «Яблоко». Ну, к сожалению, вот у нас этого не получилось. Слишком крупные силы против нас боролись, напрямую боролись. Это в первую очередь вот олигархическая группировка, которой подыгрывало правительство Гайдара Чубайса, которую создавало фактически правительство Гайдара и Чубайса. А они были, вот если так проанализировать, они были в чем-то большевиками. Вот у них была идея фикс, как у большевиков, только она была другая. Вот у большевиков был коммунизм. Я очень упрощаю, конечно, чтобы на пальцах объяснить. А у этой группы был антикоммунизм. Вот. И они считали, что самое страшное, что сейчас в любой момент может возродиться коммунизм. Вот в любой момент. Вот Зюганов страшный, коммунисты страшные. Они хотят, в общем, вернуть страну в прошлое. Поэтому надо в каждый момент делать что-нибудь, чтобы они не вернулись к власти. А что? А давайте всю собственность всю приватизируем, не будет никакой вообще государственной собственности. Тем самым мы вырвем корни коммунизма, вот, и все быстро-быстро передадим в частные руки. И не важно, что частных рук совсем немножко, которых они эту собственность передают. Но это была идеология. Я не согласен с теми, что они были ворами сами. Нет, конечно. Нет, они были вот такими вот русскими интеллигентами образца конца XIX века по уровню своей ментальности. Вот такие прямолинейные, догматические, ортодоксальные. Это русский тип изначально. Вот он так сработал на русскую революцию 17 года. И он также точно сработал на такую контрреволюцию начала 90-х.
И везде он нанес колоссальный вред нашей стране. И тогда, и сейчас. Вот. И, кстати, и сейчас тоже продолжает наносить, потому что этот типаж и сейчас доминирует в общественном настроении, среди лидеров общественного мнения огромное количество таких людей. Прямолинейность. Главное, чтобы все это растоптать, что сейчас, ну, допустим, вот этот путинский режим, главное его снести с лица земли, и будет все прекрасно, все хорошо, и мы что-нибудь там, какую-нибудь демократию построим. К сожалению, этот алгоритм до сих пор господствует в России и представляет собой реальную угрозу. Этот алгоритм, который уходит корнями в тысячелетнюю историю России. Ну вот, а яблоко ему противостояло. Конечно, мы были в меньшинстве. Если мы выступаем в данном конкретном вопросе вразрез с базовыми корнями национального менталитета. Да, вот как нас все время обвиняли, слишком умные. Это тоже плохо. Никогда слишком умные не получат в России власть. Потому что надо быть попроще, потупее, и вот идти в общей массе, и, в общем, объединяться всем демократам. Вот это была линия нашего, так сказать, дискурса, и все время мы были такими белыми воронами, которых всегда критиковали за то, что мы не сливаемся вот в этой там либо всеобщей ненависти к прошлому, либо ко всеобщей любви к каким-то вождям настоящего и так далее. Всегда нас за это критиковали, но эта критика нам в какой-то мере помогала оставаться самими собой. Потому что мы на нее отвечали, в ответ мы кристаллизовали свое мировоззрение, свою идеологию и двигались все-таки куда-то дальше. И сейчас мы сохранились как партия. И думаю, что мы всегда играли роль такого, знаете, компаса. Корабль может попасть в штиль и стоять на месте. Корабль может попасть в бурю, и его мечет по волнам. Но в обоих случаях у него есть шанс сохраниться и куда-то поплыть. Но если у него нет компаса, он не приплывет никуда и никогда. А яблоко было всегда таким компасом. В этом и состояла уникальность нашей фракции в Государственной Думе и нашей партии. И таким компасом, я думаю, мы остаемся и сейчас. Анатолий Борисович Чубайс вам на все это ответит, что в те годы правительству нужно было принимать по 1000 решений в день, что здесь через 2 дня закончится еда, туда нужно 2 вагона зерна, нужно было действовать, и поэтому невозможно было не совершать ошибок, невозможно было остановиться и перевести дух, и подискутировать. И то, что было сделано, было, ну, по сути, единственно возможным способом справиться с той ситуацией. Ну, знаете, допустим, смоделируем ситуацию, что вот по ходу этого дела пришлось бы, по ходу вот этих вагонов туда-сюда, вот этого ручного управления, пришлось бы мимоходом принять решение, а вот начинать ли войну, например, с Соединенными Штатами или нет. По этой логике, а между делом он бы оправдал, что да, начинаем, нажимаем ядерную кнопку, мы же в такой вот суете находимся, у нас же нет ни минуты времени больше ни о чем подумать, и мимоходом мы такое решение принимаем. Но решение о отпуске цен в 1992 году, это в экономическом смысле сопоставимо с нажатием ядерной кнопки. Сопоставимо. Он что говорит? Поскольку мы были такие суетливые, такие оперативные руководители, то мы мимоход, да, это надо было вот для этого все принять. Но это же наивность какая-то. Нельзя было не отпустить цены в 92 году, потому что альтернатива вела к более серьезной катастрофе. Нет, здесь я с ним принципиально не согласен. И в данном случае экономист Григорий Явлинский экономист. В отличие от Анатолия Борисовича, что он экономистом не являлся. Гайдар был экономистом, да. Но мы не считаем, что это вот так, как он говорит, что нет. Были совершенно другие возможности, в том числе связанные с использованием денег в экономике, а не с уничтожением денег в экономике. Вот если бы приватизация шла по-другому, если бы людям позволили бы выкупать, не сразу бы там какие-то большие предприятия и так далее, оставили бы это на потом, а начали бы с приватизации сервиса, сферы услуг, создания малого бизнеса. Частично этот процесс начался еще даже при Советском Союзе. Там тоже он не совсем правильно, но дело сейчас не в этом. То тогда бы
можно было вместо обесценивания денег 2600% инфляция. Это невозможно никаким оправдать, так сказать, экономическими аргументами. Вот если бы все это началось, можно было бы создавать рынок таким образом. И те вклады, например, которые люди накапливали в государственном банке, они могли бы пойти на покупку вот этих долей в мелком имуществе. И тем самым не произошло, тем самым вот как раз и появилась основа для создания вот этого массового слоя собственников. Если нам скажут, что это были деньги пенсионеров, у пенсионеров есть дети, внуки, которые могли бы в дело эти деньги пускать. Если бы вот этим путем пошла та же самая приватизация, то было бы не ваучеры какие-то непонятные. Не за ваучеры людям что-то выдавали в виде ваучера. А если бы они просто подкупали бы за деньги это имущество, все совершенно по-другому бы пошло. И достаточно быстро бы восстановился и потребительский рынок, и угрозы всяких перебоев бы были предотвращены, если бы последовательно идти этим путем. Вот и на этом была основана программа 500 дней, которую часто ругают, потому что не понимают, о чем идет речь. Они все говорят, 500 дней, это как же так, такое все перестроить за 500 дней. Это же было написано, что делать в первые 500 дней. Вот самые основные шаги, вот в условиях вот этой нервотрепки, о которой говорил Чубайс, был хоть какой-то путеводная какая-то линия была, и писалась, кстати, для премьер-министра СССР, начал писать Явлинский эту программу для премьер-министра Рыжкова. И для него это надо было по дням. Это была такая психология советского руководителя. Ты мне по дням распиши, что мне делать. Условно сказал Явлинский. Он стал расписывать, правда, потом уже Рыжков ушел, но программа-то осталась и была оформлена в таком вот виде. И, кстати, вот сейчас по воспоминаниям некоторым, вот были воспоминания Степанкова, бывшего прокурора, так в те времена, о том, что программа 500 дней вызвала резко негативную реакцию в Соединенных Штатах. Вот. И даже он цитирует в своей книге какие-то документы, то ли письма, я сейчас не помню, который говорит, Ельцину обращается, Буш обращался с просьбой не ставить Явлинского во главе правительства, потому что его программа неприемлема экономически. Она неправильная, там, плохая и так далее. И эта программа, кстати, еще не предусматривала, а точнее даже исключала заимствование у Международного валютного фонда. И по этой причине тоже вызвала крайне негативную реакцию в определенных кругах Соединенных Штатов, западных стран. Вот. Но это была альтернатива тому, что делал Чубайс и Гайдар. Реальная альтернатива и позитивная альтернатива. А как вы отнеслись к выборам... как вы отнеслись к выборам 96-го года, и что вы считаете кардинально изменилось в это время? Было ли это переломным моментом в каком-то смысле? Выборы 96-го года были переломным этапом вот в развитии того тренда, о котором я сказал. Был демократический тренд, ну такой, условно скажем, европейский у страны. И первый перелом наступил не с приходом Путина. Он наступил в 96-м году. По многим причинам. Во-первых, был гигантский акт политической коррупции осуществлен, когда вот банкиры, крупнейшие банкиры, сделку совершили с Ельциным, в результате которой они стали собственниками гигантских, самых ликвидных ресурсов страны, а именно нефтяных месторождений, частично газовых, но в основном нефтяных. Они на покупку этих месторождений в ходе залоговых аукционов получили кредит от государства. Ну, это просто заведомо коррупционная схема, которая уже сейчас всем известна, она никем не оспаривается.
Это было просто государственное преступление. Но в результате этого в распоряжении Ельцина как кандидата оказались неограничены финансовые ресурсы. Абсолютно ничем, никак не ограничены. Вот почему удалось так раздуть его рейтинг с очень небольшого процента, по-моему, чуть ли не с 5% реальных, и довести его там до победы, которую вот он в результате одержал. И уже тогда были зафиксированы фальсификации. И сейчас никто не может истребить ощущение, даже сейчас, через много лет, что победил реально на этих выборах не Ельцин, а Зюганов. Потому что уже тогда начались эти самые фальсификации. Но это еще не все. Тогда впервые был осуществлен в масштабном таком исполнении контроль за средствами массовой информации. Тогда впервые Чубайс в качестве руководителя администрации президента начал проводить совещания со СМИ. Я об этом лично слышал от Евгения Киселева, когда он выступал на судебном процессе, правда, там по другим выборам. Вот. Но он поделился с судьями воспоминаниями о том, что первое совещание, на котором давались ценные указания средствам массовой информации, было проведено в 1996 году в преддверии выборов. Такая массированная обработка медиасреды осуществлялась впервые. И, конечно, потом этот опыт был заимствован уже режимом Путина. Режим Путина совершенно не на пустом месте возник. Его базовые предпосылки сформировались еще до того, как страна впервые услышала фамилию Путин. Не произошло это именно в 1996 году, чтобы любой ценой оставить Ельцина у власти. И здесь не стеснялись уже бывшие демократы и либералы, которые себя так называли, уже не стеснялись никаких средств. Вот лишь бы сохранить это. А для олигархов это тоже был вопрос жизни и смерти. Либо они сохраняют свои богатства, полученные, значительная доля которых была только что приобретена благодаря залоговым аукционам. Либо они теряют все. И, возможно, свободу, и даже жизнь. Кто знает, как там что повернется. Или, по крайней мере, они должны будут покинуть эту страну. Это для них было на кону все. И для того, чтобы победить вот в этой игре, они принесли в жертву те нарождающиеся институты демократии, которые все-таки к тому моменту худо-бедно функционировали. Ну, если они могли потерять даже жизнь, как вы говорите, то есть была бы кровавая расправа, то, может быть, эта альтернатива все-таки лучше, даже если она не идеальна. То есть вы сами говорите, по сути, что коммунисты, перейдя к власти, оказались бы вовсе не травоядными. Вы знаете, нет. Даже если бы коммунисты пришли, они не могли бы оказаться не травоядными. Потому что, во-первых, произошла эволюция самой Компартии на тот момент. Вот. А во-вторых, коммунисты были не монопольной силой в обществе. Для того, чтобы проводить какие-то драконовские и сверхжесткие такие репрессивные мероприятия, для этого надо иметь всеобщую, как говорится, общенародную поддержку. Такого у них не было даже рядом. Но мы же видим, как трансформируются Но люди, никто не- придя к власти, и на что они готовы ради сохранения этой власти. Мы рассуждали не так, что вот приведут коммунисты и будет хуже. Мы рассуждали так, что если Ельцин не сменит свою политику, вот тогда точно будет хуже. А избежать этого можно как? Совсем не отдав власть коммунистам, а изменив политический курс. И индикатором этого изменения могло стать как раз назначение Явлинского премьером и резкой смены состава правительства, о чем я уже говорил. То есть те, кто совершал ошибки и преступления, должны уйти, правительство должен возглавить Явлинский. Значит, при этих условиях, конечно, Яблоко бы поддержало Ельцина. И, конечно, Ельцину пришлось бы наступить на горло олигархам,
Березовскому, всем прочим. Вот. Для этого пришлось бы многое сделать. Но шанс на сохранение демократического курса при этом остался. И победить коммунистов при таком раскладе было вполне возможно. То есть вы говорите, что залоговые аукционы — это был тот механизм, с помощью которого власть получила поддержку крупного бизнеса на выборах. Власть получила, да, финансы, гигантские финансы на избирательную, в первую очередь на избирательную кампанию Ельцина. Ну а впоследствии на те мероприятия, которые необходимы для сохранения власти. Вот, поэтому тут это достаточно очевидно, об этом уже в учебниках истории написано много. Не в учебниках, конечно, я немножко преувеличиваю, но в исторических исследованиях уже об этом много написано. Ну, я еще раз тогда Чубайсом повыступаю, простите. Да, ничего страшного. А позиция Анатолия Борисовича состоит в том, что бизнес сам пришел, потому что он понимал, что только демократический вектор развития может обеспечить бизнесу возможность существовать как бизнесу. СМИ сами пришли, потому что они понимали, что в случае победы коммунистов никакой свободы слова не может быть по определению. Поэтому все по собственной воле поддержали Ельцина, только бы не вернулись коммунисты. Но опять-таки, вот в таком постановке вопроса, только бы не вернулись коммунисты, в этом установка самого Чубайса. Он ее просто транслирует на всех остальных. Что значит бизнес сам пришел, потому что испугался коммунистов? Бизнес пришел, потому что ему стали деньги давать. Какие деньги? Ему стали отдавать нефть, металлы. Как же он не придет, бизнес-то? Конечно, он придет. И скажет, что для него, конечно, самое главное, чтобы не пришли коммунисты при этом. Да, ну давайте быстрее, давайте, и мы коммунистов не пустим. Ну это же смешно. Это просто какие-то... Как у нас такое выражение в те времена было распространено. Детский лепет на лужайке. Вот то, что говорит Анатолий Борисович. Вот, конечно, всегда можно найти идеологическое оправдание. Всегда. И он находит в своих собственных рефлексиях по поводу коммунизма. Но рефлексии по поводу коммунизма ведь не лишены оснований. Но вы знаете, вот, между прочим, история, как всегда, она же злую шутку очень любит выбрасывать. Ну и что, многим ли, сильно ли многим отличается нынешний режим от коммунистического? Тот режим, который уже реально создал Чубайс, в противовес коммунизму, он сильно отличается, что ли? Ну, чем-то... Да, ну, во-первых, даже вот эта самая трепетная тема государственная и негосударственная экономика. У нас сейчас очень государственная экономика. Очень. И огосударствление продолжается. И Путин в любой момент может объявить национализацию огромных массивов собственности. И это будет воспринято на ура большей частью населения. Где победа над коммунизмом, Анатолий Борисович? А что касается средств массовой информации, то уж тут у господина Чубайса у самого немножко должна быть совесть, так сказать, если он за демократию, немножко побаливать, потому что он начал этот процесс, который сегодня вылился в тотальный контроль за средствами массовой информации. Чем это отличается от советских времен? Чем это отличается от коммунизма? Да ничем, и много... Тем, что есть мимикрия какая-то под демократию, да. В ряде случаев имитация для разных целей. Но больше-то особо и ничем. Преследование инакомыслия. Репрессивная модель государства. Репрессивная по отношению к диссидентам, к людям с другой точкой зрения и так далее. Все это опять у нас все воспроизведено. И огромный опыт заимствован из коммунизма. И та же почти организация этим занимается, которая только переименовалась в ФСБ. А когда произошел отказ от демократического курса, бурными темпами в ФСБ пошли процессы восстановления тех структур, тех элементов системы КГБ. И поэтому Путин с гордостью
говорит о том, что он выходец из КГБ. И просто эта организация фактически пришла к власти в несколько модифицированном виде. И где тут победа над коммунизмом, Анатолий Борисович, который вы так пламенно желали? Так что все это рассуждения, конечно, они не выдерживают никакой критики. И печально, что человек так и не понял тех ошибок, которые он совершил. Ошибки стали фатальными для нашей страны. Не он один, конечно, совершил, но таких людей было совсем немного, которые... Кто непосредственно участвовал в уничтожении свободы слова в России. Многие люди из команды Чубайса, Гайдара этим занимались при их поддержке. Когда громили независимое НТВ, кто их поддерживал? Их поддерживал Анатолий Чубайс. В большей степени даже я понимаю, что это этически, может быть, я неправильно сейчас сделаю, но это поддерживал и Борис Немцов. Он называл это спором хозяйствующих субъектов. Это поддерживала официально партия «Союз правых сил». Непосредственно погромом НТВ занимался Альфред Кох, который до этого внес гигантский вклад в эту самую криминальную, не столько не в криминальную первую стадию, а в залоговые аукционы. Он был оператором залоговых аукционов. И это правая, можно так сказать, рука Чубайса. Это руководитель штаба Союза правых сил. И он же был главным исполнителем разгрома независимого НТВ. А фракция «Яблоко» почти в полном составе приходила на НТВ и ночевала там для того, чтобы не пустить погромщиков в здание телебашни и рядом находящихся зданий. Мы тогда... наша альтернативность таким образом тоже проявлялась. То есть эти люди, которые осуществляли реформы 92 года, Гайдар, Чубайс и прочие, они были, во-первых, идеологами этого направления, о чем я уже сказал, о том, что главное победить коммунизм, и все собственность, значит, надо все отдать олигархам побыстрее, чтобы они не дали... Они же потом помогали Путину. Это не просто теоретики такие или люди, которые сделали ошибки, и из-за этого все пошло по-другому. Нет, они помогали начинать делать по-другому. Они были в числе ключевых фигур, принимавших решения, как по-другому делать. Совещания со СМИ и так далее. Да? Но потом они же еще активно, в первый год правления Путина, это, конечно, было недолго, активно ему помогали. То есть они сыграли критическую важную роль в самом начале. Поэтому сейчас об этой роли даже все уже забыли, никто ничего не помнит. Но я это все видел своими глазами. Я сам с Борисом Немцовым спорил в телестудии еще независимого НТВ о том, что это не спор хозяйствующих субъектов сейчас происходит. Это происходит подавление государством самого крупного независимого СМИ в стране. Вот что происходит. Он этого не понимал искренне. Но он искренне понимал, а некоторые делали это сознательно. Люди из его же команды. Союз правых сил. Так что, говоря о нашей альтернативе, она именно так выглядела. И мы тоже не кабинетными теоретиками этой альтернативы были. Мы пытались как-то защитить, остановить. Приходили, устраивали митинги против смены журналистского корпуса НТВ. Другими вещами занимались. После этого мы стали на низовом уровне противодействовать олигархии. На локальном уровне мы стали защищать дворы от коммерческих строек. Мы защищать стали парки от вырубки и так далее. То есть те ценности, которые мы отстаивали, ту программу, которую мы на основе их выстраивали, мы еще и пытались реализовать практически. В той мере, в которой, конечно,
было возможно, поскольку в наших руках не было реальной власти. А как так получилось, что вы, по вашему мнению, говорящий правильные вещи и понимающий все правильно, не смогли оказаться у руля, а Чубайс и ваши оппоненты все-таки у этого руля оказались? Может быть, дыхание общества или времени все-таки требовали более радикальных решений, а вот ваша такая умеренность или центричность, она на тот момент не была востребована? Но вы знаете, здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это состояние элит. Во многом решает не общество в любой стране при таких переломных процессах. Настроение общества, конечно, исключительно важны, но не всегда этого достаточно для того, чтобы произошли перемены в правильном направлении. Правильное мы считаем это демократическое, либеральное и так далее. Еще очень важно состояние элит. В каком состоянии элита находится и способна ли она реализовать вот эти запросы, которые сформированы обществом. У нас элита, унаследованная от Советского Союза, была крайне низкого качества. Это означает, что интересы частной выгоды, личных каких-то преференций во многом преобладали. И когда речь зашла о дележе гигантских ресурсов страны, конечно, это сработало. И в элите образовалась очень мощная прослойка, которую интересовало только личное обогащение. Конечно, под прикрытием демократии, либерализма и всего прочего. Конечно же. Они все демократы, либералы. Но они потихоньку прибирают к рукам. Они дружат с олигархами. Они подыгрывают олигархам. Они имеют преференции, те, другие и так далее и тому подобное. И в этом смысле, конечно, было тяжело этому противостоять. Потому что на кону стояли гигантские ресурсы, повторяю. И был здесь и идеологический интерес, о котором я уже сказал. Да, вот станут у нас такие крутые частные собственники, пусть их будет немного, но они нам помогут справиться с коммунизмом, и мы что-нибудь там на этом построим новое. Это тоже, конечно. А это всегда неотделимо. Вот всегда есть люди, которые корыстно используют ту или иную идеологию, а есть, которые искренне в нее верят, но закрывают глаза вот на этих и не обращают внимания на то, что реально они делают вот эти, так скажем, условно, коррупционеры там, или просто бизнес, который никак не ограничен государством в своих действиях. Ведь бизнес сам по себе честным не бывает. Сам по себе нет. Он бывает честным в тех рамках, которые устанавливает государство. Если государству не написано, что ты должен платить, условно, что ты должен платить налоги, не написано, но ты и не будешь платить. Но это тогда и честно, раз не написано. И таких очень... Это да, честно, да. Но тут нет критериев честности. Понимаете? Критерий конкретный. Ты выполняешь закон, честно выполняешь закон или не выполняешь. А если закона нет, как при приватизации, то как бизнес... Его не в чем обвинять-то в данном случае. Он пришел и берет то, что ему дают. А вот вопрос, почему же дают в таких огромных масштабах, без всяких заслуг? Он же не за деньги, это за смешные, никакие там, за деньги залоговые аукционы. Они, конечно, что-то заплатили за эти предприятия. Но по сравнению с реальной стоимостью, которую и тогда можно было определить, это в 1000 раз меньше люди заплатили за эти места. Абрамович. Почему Абрамович стал самым богатым человеком в Великобритании? Потому что ему просто взяли и подарили вот это там Сибнефть и прочее. Вот типа тоже честный, честно пришел, честно подарили. Ну, конечно, это шутка, потому что там честность вообще нигде там даже рядом не лежала. Там были такие закулисные сговоры, там это все с Березовским, и чиновники были в них. А чиновники откуда-то вышли, да и многие из тех же демократов пришли. Вот я говорю о качестве элиты.
Поэтому вот в ответ на ваш вопрос, почему не удалось это победить, да? А потом население что сделало? Оно сначала был демократический порыв, и потом оно все это увидело, весь этот кошмар, все это воровство. Не сразу увидело, потому что все это долгое время закулисно происходило. Потом население еще к тому же обнищало. И это население слышит все время лозунги «демократия», «либерализм», «европейские ценности». И что, конечно, население делает? Да проклинает это все. Эти демократию, эти ценности, этих либералов, оно их просто проклинает. И в какой-то смысле оно право. Потому что эти люди, которые были у власти, они дискредитировали понятие демократии, либерализма, европейских ценностей. Они подвергли их тотальной и почти, надеюсь, что это слово произнося, надеюсь, что все-таки оно соответствует действительности, почти необратимый характер это проклятие получило. Восстанавливать, реабилитировать демократию и вот это все очень тяжело. И это, кстати, тоже было нашей задачей, партии «Яблоко». Отдельной задачей. Мы говорили, что эти ценности дискредитированы. Людьми, которые ими прикрывались с целью обыкновенного воровства. И нам надо их отмывать. Нам надо возвращать им значение какое-то. Вот. Этот процесс, он до сих пор не закончился. До сих пор большая часть населения не любит ни демократов. И по нам это тоже ударило. Потому что простой человек, он не рассуждает. Ему очень сложно донести, особенно в условиях, когда нет свободы средств массовой информации. Чем Явлинский отличается от Чубайса? Это он так быстро не поймет. И поэтому вот эта ненависть людей к демократическим ценностям, порожденная вот этой дискредитацией, она в значительной мере коснулась и нас, и партии «Яблоко». И с этим связано то, что действительно у нас было падение рейтинга, процента голосования, хотя это еще и совместилось с фальсификациями. А расскажите, что происходило в Думе в течение второго срока Ельцина на протяжении всей вот этой так называемой чехарды премьер-министров, и особенно при Примакове? Но, во-первых, в этой Думе во второго созыва у «Яблока» была большая фракция. Это была самая большая фракция всю историю нашего пребывания в Государственной Думе. А это было 3 срока. Там резко снизилось влияние ЛДПР, но было большое, конечно, влияние со стороны коммунистов. Что касается кандидатуры Примакова, то, как известно, ее предложил Явлинский Ельцину, и Ельцин поддержал. Явлинский считал, что Примаков станет таким стабилизатором после того коллапса, который наступил в результате дефолта и естественного ухода Кириенко. Явлинский считал, что тут нужна именно компромиссная фигура. Что сейчас ставить ему, например, требовать, чтобы его выдвинули, что мало реально было само по себе. Ну или какого-то другого человека, который ярко ассоциируется с реформами, каким бы то ни было. Очень опасно. В условиях того шока, который население пережило в результате дефолта. Поэтому он предложил Примакова, но в дальнейшем отношения с Примаковым складывались не очень хорошо, потому что Явлинский, конечно, рассчитывал, что Примаков примет какие-то идеи по реформированию текущего политического курса, и что будут адекватные люди при нем возглавлять ключевые министерства и так далее. Но этого не произошло, к сожалению. Вот. И люди были очень странные вокруг него. Но фактически главная роль Примакова состояла в том, что он вообще ничего не делал. Вот. Он ничего плохого не сделал, ничего хорошего тоже. А в целом это было хорошо, потому что таким образом экономика как-то
так сказать, сама по себе что-то восстановила. Но Примаков не реализовал ведь и даже те идеи, которые были ему органичны и связаны вот с каким-то корректировкой итогов приватизации и так далее. Ему ничего практически сделать не удалось. И он был самостоятельным премьер-министром, но при этом слабым. Он не имел реальной поддержки, он не имел ни от Ельцина, ни от каких-то вот этих элитных группировок, от которых очень многое зависит. Была только поддержка населения, а из фракции его поддерживал только КПРФ фактически. А какие отношения у Примакова с Ельциным были? Вот это насчет взаимоотношений я не могу детально сказать. Мне кажется, не было между ними какой-то большой симпатии взаимной. Просто в тот момент Ельцин правильно понял ту мысль, что Примаков может быть стабилизатором. Вот. Но потом, как мы знаем, уже Примакова избавились, поэтому... Почему? Расскажите. От отношения я, честно говорю, то, что я не знаю, хорошо, я лучше не буду рассказывать. Почему от Примакова избавились, несмотря на стабилизацию ситуации? А побоялись усиления коммунистов. Коммунисты же открыто делали ставку на Примакова. И поняли, что в данном случае... Ну, та же самая сработала идиосинкразия к коммунизму как таковому, к коммунистам, к Зюганову и так далее. Вот, поэтому сразу поняли, что он политически это совсем не свой. Вот, это как вот у нас фильм называется «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вот. А в таком положении сильно не может быть фигура премьера. А почему коммунисты делали ставку на Примакова? Расскажите. Не коммунист, он человек старой советской школы, закалки, авторитетный деятель советского государства, ну как же. И взгляды такие у него немножко рыночные, ну, в общем, сильно похожи на КПРФ. Так что немножко рыночные, но только немножко. А в остальном они правильные, такие, как надо для коммунистов. Вот. В этом смысле там все было для них нормально. И был естественным союзником, конечно. А расскажите, пожалуйста, про вот эту ситуацию с импичментом Ельцина в Думе. С импичментом ситуация была с самого начала скорее таким демонстративным мероприятием, таким очень, авантюрным. Идею выдвинули коммунисты. Яблоко поддержало по одному пункту только. Это пункт о Чечне, о войне в Чечне. По остальным пунктам мы не поддержали. Кстати, я выступал в Госдуме по пункту о развале Советского Союза. И я сказал, что Яблоко за импичмент из-за того, что была преступная развязана война в Чечне, которой было явно можно избежать. И мы были свидетелями, кстати, этому. Мы ездили в Грозный, беседовали с Дудаевым прямо в самом начале войны. Мы понимали, о чем мы говорим. Но мы не поддерживаем по другим. И в частности, почему мы не поддерживаем пункт о том, что Ельцин виноват в развале СССР? Потому что мы считаем, что не Ельцин. Ельцин, конечно, к этому имеет отношение, но не он главный виновник. А главный виновник – это сами коммунисты. Потому что они когда-то в Конституцию Советского Союза внесли пункт, что каждая республика может выйти из состава СССР. И как только прекратилось насилие государств, все и вышли. Вот и все. И я им сказал всему залу коммунистов, что вы сами в этом виноваты. Чего Ельцина обвиняете? Он только триггером стал, вот спусковым крючком. Основы-то вы заложили и своей национальной политикой, ленинско-сталинской и всякой прочей. Это же все привело к развалу СССР. Они и проголосовали почти единогласно. Да, и голосовали за обособление России и так далее. В общем, в этом пафос моей речи. Поэтому я почему это привожу пример? Потому что идея была многосоставная, 5 пунктов. А эта многосоставная идея очень тяжело работает. Импичмент по-хорошему должен быть по одному пункту. Все. Тогда это сработает, тогда это возникает кумулятивный эффект. А так вы размазываете
Вот вы размазываете, и тем самым вы под сомнение ставите саму идею, когда у вас много пунктов. Но все-таки вы поддержали импичмент. То есть вы считали, что это правильно. Мы не могли не поддержать, потому что мы считали действительно войну в Чечне преступлением. Мы никак не могли. Волошин уговаривал Явлинского, чтобы фракция не голосовала. С депутатами со многими работали, обрабатывали, пытались там. Этим занимался представитель президента в Госдуме Котенков. Он, как он говорил, там ночевал, ему там кровать принесли в его кабинет. Вот. Он даже ночью там находился, чтобы не допустить импичмента. И просто не хватило, конечно, голосов, и все. Многие обработали. Очень забавную роль сыграл Жириновский. Бесконечный критик Ельцина за все и вся. По всем вопросам у Жириновского Ельцин всегда виноват, всегда. И даже до сих пор. Я был с ним в студии на выборах в Государственную Думу. Были дебаты. И я участвовал вместе с Жириновским. Жириновский опять стал ругать Ельцина. За что? Я уж не помню. Я говорю: Владимир Владимирович, вы чего? Чего вы Ельцина ругаете? Вы бы лучше за импичмент проголосовали в свое время. А чего вы сейчас-то его ругаете? Вот он замолчал и больше ни одного слова не сказал. Не только о Ельцине, и больше вообще ни о чем. Вот. И, конечно, понятно, что фракция получила... Не фракция, а лично Владимир Вольфович получил большие какие-то дары за это. Я уж не знаю, в какой форме там. Я свечку не держал, но это совершенно очевидно. Ну, таким образом, я думаю, со многими, не только с ЛДПР работали. А какой вы предполагали сценарий развития событий в случае, если импичмент бы состоялся? Вообще очень сложно. Я же говорю, был авантюрный характер несколько, потому что даже не было в законе. Закон не был об импичменте. Там только в Конституции упоминание, а в закон это такая вещь, как сказать, не тривиальная, мягко скажем, импичмент президента. А что происходит, кто, когда заступает, кто и исполняющий обязанности, все, этого ничего прописано не было. Коммунисты думали там, как-нибудь это там мы. Скорее всего, они даже и не надеялись, они даже вряд ли надеялись, что если Дума проголосует, то реально Ельцин уйдет от власти. Они, я думаю, даже на это и не надеялись. Вот. Они просто хотели нанести политический удар. Но реально заменить президента, я думаю, что такого замысла просто не было изначально. Есть версия, что это был такой заговор, при котором объявляется импичмент, и Примаков без выборов становится главой государства. Это скорее был сценарий гражданской войны. Потому что ведь понятно, что Ельцин бы не ушел бы. Все помнили, что происходило в сентябре 1993 года. И ясно, что коммунисты это понимали. А формальным поводом у Ельцина было бы как раз вот это самое отсутствие закона. А если что-то при отсутствии закона, вот там Примакова, это же сразу нарушение там кучи других законов. И это основание применить силу. Было бы у Ельцина и Коржаков, по-моему, может быть, я сейчас ошибаюсь, но, по-моему, Коржаков об этом что-то говорил, что они готовили такой силовой сценарий на случай, если реально произойдет импичмент. Пишем. А уже ведь не было никакого Коржакова. И его с 96-го года не было. Да, тем не менее, да, я, наверное, я ошибся, но вместо Коржакова там были другие, которые вряд ли думали по-другому как-то, чем он. То есть вы не слышали о таком сценарии, при котором ходаки из Думы идут к Примакову и говорят ему: смотри, мы объявляем импичмент, ты соглашаешься на такое развитие событий, силовики, увидев все это, нас поддерживают, и таким образом мы меняем Конституцию и берем власть. Вы знаете, я вспоминаю 96-й год, когда и вот эти все разговоры я много слышал о том, что ходаки ходили к Зюганову и говорили, что ты победил. И это можно доказать, если взять власть, так сказать, в свои руки. И я уж не знаю, эти слухи или утки, я уж не знаю, но общее мнение, и среди самих коммунистов тоже, которые мне об этом рассказывали, что он отказался от такого. Возможно, он мудро поступил. Он не пошел на гражданскую войну, которая, конечно, была сильнее гораздо, чем
чем в 93-м году. Вот. Ну, а что уж касается 99-го, так уж вряд ли там такие залихватские настроения у них были. А после 96-го... Нет, это вряд ли все. Хотя, наверное, кто-то чего-то хотел такого. И наверняка кто-то такой сценарий разрабатывал, потому что он очень логичен и очень... Но это же просто на уровне досужих разговоров, а не реальной политики. До реальной политики явно там не дошло, даже до попытки. Потому что если бы дошло, я думаю, чтобы это не обошлось. Даже если бы, допустим, не состоялся заговор, но был бы раскрыт, что такое готовилось, я думаю, были бы очень тяжелые последствия для коммунистов. И их бы наверняка могли бы и запретить тут, и что угодно могло произойти. Поэтому вряд ли что-то такое они вынашивали. Реально, серьезно готовили. Давайте до 2000 года тогда договорим, да? Пожалуйста, что? Я не спешу. Что, по вашему мнению, означали дальнейшие события? Что такое назначение Степашина? То есть вы согласны, что это уже был поиск преемника, то есть, как многие говорят, поиск такого интеллигентного человека в погонах, поиск силовика, на которого можно было бы положиться? Степашин, я думаю, что в данном случае был личной симпатией Ельцина. Вот, потому что, Степашин, во-первых, фигура достаточно слабая, вот, и в достаточной степени лояльная, искренне лояльная и так далее. Возможно, это сыграло роль. Потом началась просто борьба за преемничество. Олигархи поняли, Березовский, другие, кто там этим занимался, поняли, что Степашин в чем-то там их не устраивает. Вот в чем конкретно я сейчас не могу сказать. А возможно, что они считали, что слишком слабая фигура. Потому что, да, лояльность сохранять это важно, и нам лояльность олигархам это важно. И наверняка с этой стороны Степашину претензий не было никаких. А о том, что он человек лояльный ко всему, он потом показал на посту этой самой счетной палаты. С этой стороны не было претензий, но видимо, был запрос на более сильную личность с их точки зрения, с их позиций. А личность, готовую к любым, так сказать, самым жестким действиям, если что понадобится. Главный интерес, я о нем уже говорил, нам нужен человек, который позволит нам сохранить все. А все это что? Это ресурсы, которые мы владеем, контролируем. И это власть, без которой нельзя контролировать эти ресурсы. А вот для того, чтобы такую систему охранять, тут недостаточно просто хорошего человека, лояльного и выполняющего команды. Тут нужен кто-то покруче. И, скорее всего, вот усмотрели в Путине, который сам, конечно, тоже предпринимал усилия, и его покровитель Собчак, возможно, внес в это вклад. Тоже в то, что вот при нем как-то стала восходить звезда Путина и так далее. Тут это уже какие-то там мемуары написаны. Я еще не хватает у меня времени, чтобы все это прочитать. Это надо просто детали эти читать. Но я сейчас говорю о чисто политическом мотиве. Политический мотив был именно такой. Нам нужен цербер, охраняющий нашу власть и наше богатство, которые неотделимы друг от друга. И цербером может быть только человек, который возьмет под контроль весь силовой блок и поставит весь этот силовой блок, в конечном счете и все государство, на службу вот этим нашим интересам. И на тот момент, я думаю, Путин был идеальным, с этой точки зрения, идеальным выбором. Он потом продемонстрировал свою способность к таким решениям. Правда, эти способности обернулись против некоторых из олигархов, которые вот его и продвинули. Как это часто бывает с авторами разных революций, переворотов и всего прочего. Вот Березовский классический
пример. Я лично видел, когда Путин был назначен, по-моему... Нет, когда Путин вступил в должность президента, Березовский был депутатом Государственной Думы и сидел рядом со мной. За моей спиной он сидел. Так получилось просто распределение мест. Я помню, как он аплодировал. Вот. Но я по лицу его видел, что он чего-то опасается. Он как-то очень так осторожно, как-то заискивающе смотрит на Путина. И он как бы вроде аплодирует ему, а на самом деле в этих аплодисментах уже закралась какая-то неуверенность. Это было видно просто по лицу его. Вот. То есть тогда он уже понимал, что тут не все так. Наверное, может быть, и не совсем правильный выбор сделали. Вот. А Но поезд истории уже ушел к тому времени. И он смотрел ему вслед вот на моих глазах. А вы считаете, что они так и формулировали для себя, именно в таких терминах? Я имею в виду окружение Ельцина, что вот мы ищем жесткую руку, которая будет в состоянии удержать ситуацию и что-то там нам гарантировать. Я думаю, что так, мне кажется. Я иногда общался, но это не тот... Это я сейчас говорю на таком политологическом языке. А у них, конечно, язык был совершенно другой. В каких терминах там они это рассуждают? Они говорят, что да, Ельцин, смотрите, все, невозможно. Сейчас будут проблемы, он ничего не может контролировать, будут проблемы, и у бизнеса будут проблемы, и коммунисты сейчас поднимут голову, и все, надо что-то делать. Давайте решать как-то, давайте кого-то искать. Вот что-то в это время. Потом было объявлено, как мы узнали от некоторых там соучастников этого процесса, компания «Уходящий Ельцин». Не публичная, конечно. Это было кодовое название. Вот. Генератором идеи был, насколько мне известно, Березовский. Вот. И с одной стороны начался поиск преемника, а с другой стороны тихая, мягкая, ползучая, непрямая дискредитация Ельцина. Через разные контроль, там же был над Первым каналом и так далее. Скажите, а как вы отнеслись к назначению Путина? Яблоко же поддержало это назначение. Расскажите, почему и когда вы поменяли свою позицию? Сейчас по назначению Путина. Путин, конечно, был абсолютно темной лошадкой, совершенно никому неизвестным. Конечно, смущало его происхождение. Вот. Я лично недоверчиво относился к Путину. Но там был позитивный момент в отношении Яблока и Явлинского тогда к Путину, про которого ничего понятно было неизвестно. Та же самая табула раза. Вот. Только я в депутаты пришел, как табула раза, а Путин в президенты. Он действительно был такой чистым листом. Но для ряда людей, которые в нашей фракции поддерживали, я, по-моему, не голосовал за это. А ряд людей был мотив такой, что Явлинский рассказал историю, что Примаков заказал Путину досье на Явлинского. Чуть ли не слежку за ним или что-то в этом роде. И Путин отказался это делать. То есть он не подчинился распоряжению. Правда, формально он подчинялся президенту, а не премьеру. Неважно, в данном случае это не имеет значения. Он отказался и не просто отказался, а еще и Явлинскому рассказал, что вот такая история была. И это определенное уважение вызвало у Явлинского. И, соответственно, части нашей фракции. Вот. У меня лично отношение было такое очень, скорее, неприязненное. Но я не мог его быстро сразу сформулировать. Но очень быстро потом стало ясно, что этот человек цель этого человека совсем не в том, чтобы развивать Россию,
по какому-то демократическому пути. Вот. Он в своих выступлениях уже какие-то расплывчатые формулировки такие применял. Вот. Больше упор делал там на патриотизм или еще что-то. Это всегда это такой код словесный, который раскрывает определенные взгляды. Ну и потом это все стало больше проявляться. И мы были не согласны с той политикой, которую он проводил в Чечне. Вот эту Вторую Чеченскую войну мы его судили. Кстати, в этом вопросе мы тоже разошлись с Союзом правых сил и с этими самыми, с этой группой реформаторов начала 90-х, с их партией. Они поддержали войну. Они даже заявили о том, что Яблоко наносит своей позиции удар в спину российской армии. Вот. Это все было достаточно четко, очевидно. Но Яблоко проголосовало за Путина при назначении. При назначении премьером большинство фракций за. Я не голосовал, по-моему, за этот вопрос. То есть Явлинский выдвинул в премьеры Примакова, а Примаков за это попросил организовать за ним слежку. Ну вот такая, я не знаю, может быть, я что-то лишнее сказал, но такая история была. Ну, по крайней мере, она объясняет, почему часть фракции тогда проголосовала. Вот вы говорите, быстро стало понятно, что Путин — это не ваш персонаж. А что для вас стало таким показателем? Да, но вот эти формулировки расплывчатые, конечно, это было только определенные какие-то подозрения. А реальные действия были связаны в первую очередь, конечно, с подавлением СМИ независимых, с разгромом НТВ, потом другие там независимые телеканалы ТВ-6. Потом пошли по другим СМИ пропалывать. Ну вот это. Потом были какие-то идеи, посыпались, которые казались странными, и уже и понятно было, что не может человек с каким-то демократическим или либеральным, даже умеренно либеральным мировоззрением их продвигать. Вот я, кстати, одну из таких идей заблокировал, чем очень горжусь. Путин собирался ввести, поскольку я занимался местным самоуправлением, как я уже сказал. И вдруг мне сообщают, там люди, был такой совет при президенте по местному самоуправлению, что Путин хочет отменить местное самоуправление во всех городах численностью свыше 50 тысяч человек. Я сначала не поверил, сказал, что это какой-то бред, вы тут несете, такого быть не может. Но потом я имел возможность в этом удостовериться из личной беседы с Путиным. Мы тогда встречались вместе с Явлинским, мы были в Кремле у Путина, несколько человек из нашей фракции. Был очень долгий разговор на разные темы. И я задал этот вопрос. Я говорю, Владимир Владимирович, вы знаете, что про вас говорят, что вы хотите отменить вот самоуправление? Он говорит, да, а что тут плохого, говорит. Я говорю, как? А вы знаете, вот это противоречит Европейской хартии местного самоуправления. Он говорит, а что это такое? Я говорю, ну как, есть такая хартия, Россия подписала. Да ладно, я дам указания юристам, чтобы проверили эту информацию. И потом мне сообщают те же люди, говорят, действительно посмотрел, сказал, да, противоречит, отменил реформу самоуправления. Таким образом, оно еще существует в Екатеринбурге, там, хотя оно, конечно, тоже все понятно, подмято, но, по крайней мере, формально, на уровне каких-то базовых институтов и все прочее, хотя и при минимальных там реальных полномочиях и финансах, тем не менее, оно существует. Но к чему это рассказываю? Что вот эта табула раса вот, зависела от того, кто будет ее наполнять, кто будет на ней писать что-то. А писать стали близкие люди по службе, по дружбе. То есть, ну, во-первых, те олигархи, которые соблюли лояльность и не пошли по пути Гусинского, Березовского, то есть сразу приняли правила игры. Вот.
Потом новые олигархи, которые поняли, что это, или бизнесмены, которые не были, но стали, потому что они друзья, знакомые, вот они стали формировать вот эту, писать на этой чистой доске. А потом, ну и связанные там группы интересов и так далее. Вот они стали, и, конечно же, силовики, кто же еще? И вот тогда вот эти первоначальные импульсы в сторону абстрактного патриотизма, да, вот которых он в своих первых речах говорил, они стали наполняться вот таким конкретным уже содержанием. И дальше, после разгрома СМИ, там много чего было. Потом началась кампания по сворачиванию. Вот начали со свободы слова, потом к свободе собраний перешли. Началась кампания по сворачиванию свободы митингов, демонстраций, ужесточения, повышения штрафов. Вот. Мы, конечно, всему этому активно противодействовали. Потом, конечно, очень серьезную роль в трансформации режима сыграла первый украинский Майдан. Когда увидели, что есть угроза власти вот такая, которая идет от общества, и с этим надо что-то делать, вот тогда по-настоящему, во-первых, резко усилилось завинчивание гаек вот этих самых, которые до того уже началось, но не так еще активно. А во-вторых, стала формироваться идеология. И вот тогда сначала назвали управляемой демократией эту идеологию. Потом ее вообще как перестали называть. Теперь ее называют патриотизмом. Путин говорит, какая у нас национальность? Патриотизм. Вот она. И в нее вкладывается вот это все. Вот это преследование иностранных агентов. То, что мы самая несчастная страна в мире, потому что все нас не любят. И все нас хотят уничтожить. Вот эта игра на комплексах искусственное возбуждение комплексов национальной неполноценности. Вот это все началось с первого Майдана. Ну а после второго это просто превратилось окончательно в какую-то безумную истерию. Вот. Но сейчас, по-моему, вот уже ресурс, мобилизационный ресурс этой идеологии, по-моему, уже исчерпан. Можно я тогда последний вопрос задам? Конечно. Про выборы в Думу последнюю. Чем они для вас обернулись? Именно, но последние выборы в Думу, честно говоря, уже все, что у нас в последнее время происходит с выборами, уже... Простите, я имею в виду выборы 99-го года. 99-го? Я имею в виду последние при Или Ельцинские последние выборы в вы Думу. имеете в виду, еще был 2003 год? Нет, я имею в виду выборы да, перед выборы самой да. отставкой Ельцина. Выборы 99-го года были очень интересными, показательными. Вот, потому что тогда была другая истерия. Тогда была истерия, связанная с Чечней. И в данном случае эта истерия была уже управляемой. В отличие от то, что было там в 95-м, 94-м, 95-м годах, Первая Чеченская война, то были, конечно, такие самые разные. И истерики, наверное, и всякие вещи были. Но это не было сознательно управляемым процессом. Это не нагнеталось искусственно. А вот в 99-м году это, конечно, нагнеталось искусственно. Это использовалось властью в своих целях. И, конечно, это наложило самый глубокий и, пожалуй, даже единственный отпечаток на эти выборы 99-го года. Потому что каждая партия старалась повыше выпрыгнуть из штанов в изображении своего патриотизма и одобрения действий правительства и так далее. И единственным, опять вот этой самой белой вороной, вот этим самым вот кошкой, ходящей сама по себе, оказалась фракция «Яблоко». Потому что мы сказали, что давайте-ка мы остановимся. Мы сейчас тут где-то надо остановиться. Даже сказали, где? У Терека остановиться. Ну, войска, вооруженные силы. И попробуем какой-то мир выстроить. Да, понятно, что там бандиты, понятно. Но эти бандиты у них
В их руках слишком много заложников для того, чтобы просто вот так брать и с ними просто тупо воевать. Вот. Поэтому нужны политические действия, нужны какие-то переговоры. Да, даже с неприятными людьми. Не за всех чохом в одну компанию, так сказать, не зачислять в террористы всех. Там, условно говоря, и Масхадова, и Басаева, а пытаться их разделить, и с кем-то вступить в переговоры, например, с Масхадовым и так далее. Вот это мы стали говорить. И это все было заглушено этими самыми истерическими воплями. И для нас было самое тяжелое, что вроде бы более-менее родственные партии, вот такая, как СПС, а громче всех это все кричит. Громче коммунистов, потому что коммунистов там была совсем неоднозначная позиция. Там тоже критика была этого всего. А эти громче всего. И, конечно, это по нам ударило. Действительно, мы получили удар. Когда Явлинский в разгар этой истерии сделал заявление, вот, которое... Вот то, что я сказал, все эти, что надо начать какие-то переговоры, хотя бы какие-то и так далее. Мы получили колоссальный совершенно, ну, выражаясь языком Союза правых сил, удар в спину. Вот. В первую очередь от них самих. И, ну, конечно, и со стороны всех государственных СМИ, все это стали нас за это топтать. И, конечно, это сильно по нам ударило. И это внутри нашей фракции тоже привело к определенному напряжению. И потом были конфликты, которые вырастали именно из этого момента. И часть людей ушло потом из партии. Ну, может быть, они и так ушли, но предлогом для своего ухода они назвали вот эту позицию по войне в Чечне. Вот. Поэтому это были тяжелые очень выборы для нас. После довольно крупного успеха в 1995 году это было, конечно, почти многими воспринималось как поражение. Вот. Хотя мы преодолели 5% барьер, и в следующей Государственной Думе работали не менее продуктивно, чем в предыдущей. Но это потому, что мы уже накопили опыт большой законодательной работы. Нам уже, так сказать. Но, тем не менее, потом в следующую уже Думу мы не попали. Ну, последний вот момент расскажу, потому что он тоже, наверное, не всем известен широко. Результатом вот, 96-го года, как я сказал, было начало фальсификаций выборов. И дальше это было на всех выборах президентских. На всех без исключения. Это было в 2000 году, когда были совершенно очевидные фальсификации, которые привели к тому, что Путин победил в первом туре. Если бы фальсификации бы не было, то Путин бы не победил в первом туре. Был бы второй тур, а если вы помните, Явлинский стал третьим в 2000-м. Это означает, что при втором туре колоссально возросло обороны. И Явлинского, и партии, с ними бы пришлось договариваться против коммунистов. И это был тот момент, тот шанс, когда тоже могла страна повернуть еще. Еще был вот такой, теоретический, конечно. Потому что Явлинский... Возможно, что даже Явлинскому с Путиным удалось бы договориться гораздо проще, чем с Ельциным. И если бы они договорились, какое-то бы время Путин, наверное, бы соблюдал это, как вот он Касьянову соблюдал обязательства, наложенные Ельцином. Вот. Так что... Но вот именно вот эта фальсификация, та арбузная корка, на которой страна поскользнулась еще раз. Ну а 2003 фальсификации привели к тому, что Яблоко не попало в Думу, несмотря на то, что ночью, в ночь выборов, Путин звонил Явлинскому и поздравлял его с прохождением в Государственную Думу, с преодолением 5% барьера. Что случилось ночью, никто не знает. После этой, вернее, ночью, к утру, что случилось, никто не знает. Но гипотеза такая, что надо было повысить процент для «Единой России» через систему «Газвыборы». А если повышаешь какой-то одной партии таким образом, математическими средствами вот этими,
то у всех остальных автоматически снижается процент, и он и снизился у всех. Но у нас он снизился роковым образом, потому что он упал ниже 5%. И поэтому мы не оказались в Государственной Думе. Ну вот такая вот история. Хотя партию мы сохранили, и думаю, что на каких-то выборах ближайших, сравнительно ближайших, мы снова туда вернемся. Спасибо большое. Спасибо вам.